Послание всем тем, кто недоволен Богом и обвиняет Его в жестокости. Всем поддерживающим многоголосый вопль. Но почему столько в мире страданий? Но почему все так плохо и жестоко? Когда же это все закончится? Почему нельзя, чтобы все были просто мудры, счастливы и здоровы? Все просто. Вашему эго никто счастья не обещал. Ни в одной священной книге не написано, что тому, чем вы ограждены от Бога, полагается счастье и довольство миром. Унижение и уничтожение – да, но не счастье уж точно. Скажете, что от зла в мире страдает не эго, а ваша душа – чушь. И единственное, от чего страдает ваша душа – это от вашего эго. Ни от чего другого она страдать не может в принципе. А вот эго, в свою очередь, страдает от несправедливого, злого и темного мира. За счет того, что мир смеет не соответствовать субъективным и иллюзорным ожиданиям эго. Все хотелки вашего эго, все его страсти, мучения, страхи, принципы и идеалы – все это то, что никогда не было обещано быть удовлетворенным. Не стоит называть Создателя жестоким за то, что он не заботится о вашем ранимом эго и не обеспечивает ему счастье, покой и удовлетворение. За то, что он не подгоняет мир под его ожидания. Бог заботится о вашей душе, а забота о душе диаметрально противоположна заботе об эго. Забота о душе – это помощь в обучении безусловной любви и смирению, и помощь в принижении эго. Не путайте теплое с мягким. Да, механизм заботы Бога о вашей душе включает в себя болезни физического тела и психики, несчастья, неудачи и беды, нищету, предательство, унижение, безответную любовь, агрессию со стороны окружающих и мира в целом, и даже смерть физического тела. То есть весь арсенал способов побольнее врезать эго и пошатнуть то, за что оно держится мертвой хваткой. Сделать так, чтобы оно от удара заткнулось и согнулось, перестав хоть ненадолго загораживать от Бога росток безусловной любви, пытающийся вырасти в вашей душе. И чем более откормленное эго, тем мощнее должен быть удар, чтобы его нейтрализовать. Все ваши высокопарные мечты об идеальном мире, где все добрые, любящие, мудрые, здоровые и самореализовавшиеся, о переходе, о бессмертии, об отсутствии в мире страдания, войн, вредных привычек, социального неравенства, дискриминации различных социальных групп и поедания животных – все это мечты вашего эго. Все ваше недовольство нынешним положением дела в мире – это недовольство эго. Все ваши страдания от мирового зла – это страдания эго. Неожиданно, правда? Вы ведь наверняка себя считаете добрыми и духовно развитыми и думаете, что все эти чувства и стремления идут из вашей прекрасной души, верно? И ставите их на постамент. Они для вас доказательство того, что вы человек высокого духовного уровня. Увы, но нет. Единственными параметрами души вас являются умение безусловно любить и смирение. Смирение – это не раболепие, а принятие всего с миром в душе, прозрачность, не вовлечение в критику и обсуждение с сравнением. Именно через это по-настоящему можно изменить мир к лучшему. Только так можно стать хорошо откалиброванным инструментом в руках Создателя, сдавшись ему. Тот же, кто пытается изменить мир к лучшему, исходя из недовольства нынешним миром, исходя из суждений своего эго, занимается не изменением мира к лучшему, а откармливанием своего эго. И все больше отрывается душой от Создателя, принося еще большие страдания себе и другим.
И если любящие и смиренные становятся точным инструментом для конструктивных изменений мира в его руках, то недовольные годятся только на то, чтобы из всех инструментов стать кувалдой для разрушения. Страдания своей души способны ощущать только любящие и смиренные. Они очень чуткие, а потому ощущают боль души в те моменты, когда их эго становится сильнее. В те моменты, когда злятся, осуждают, раздражаются или недовольны чем-то. Им на душе становится очень плохо. Для них ослабление любви в душе – непереносимая мука. Есть это в вас. Вы честны с собой. Ощущаете раскаяние, когда осудите мясоеда или пьяницу? Или, например, когда испытаете презрение к эпатажному гею, или к озлобленной феминистке, к атеисту или религиозному фанатику, или когда испытываете ненависть по отношению к политикам или к террористам, или когда впадаете в ярость по отношению к насильникам и к тем, кто издевается над животными, или в безысходность от того, куда катится мир, или в отчаяние от того, что кругом одни сплошные тупые потребители, которые ни о чем не задумываются. Вы чувствуете во время этого раскаяния за свои мысли и боль души от вашего несмирения. Пробивается она к вам в сознание. Понимаете, что так нельзя? Если да, то поздравляю. Если же нет, и вы просто смакуете эти ощущения эго вкупе с иллюзией собственной правоты, то никаким духовным развитием от вас даже и не пахнет. И от простого потребителя вы отличаетесь только своей зашкаливающей духовной гордыней с интеллектуальным превосходством ума, который много знает, прочитал, прошел массу курсов, постоянно говоря «я знаю», мысленно и вслух. Что слишком жестко сказано? Больно? Извините, но вашему эго никто счастья не обещал, и разбирать эти завалы совсем непросто. Идет переход в пятое измерение. Четвертое делает свое дело и репарацию душ. Души, не соответствующие вибрациям пятого измерения, продолжат свою жизнь в привычных им вибрациях, а именно сохраняя настройки трехмерного измерения, где превалирует материальная основа жизни, основанная на шаблонах, стереотипах, социуме. Души, повысившие свои вибрации до уровня промежуточного перехода четвертой мерности, а именно те, кто принял духовно-душевное превалирование в сознании, перейдут в новую вибрацию для дальнейших трансформаций уже за чертой портала. Параметры дальнейшего развития строго индивидуальны. Души, имеющие на данный момент зачатки пятого уровня, трансформируются быстрее и осознанно, но и для них существуют определенные моменты индивидуальных сонастроек. Коллективное сознание разделяется жесткой гранью на трехмерное и вышестоящее. Поэтому корректно и с пониманием нужно относиться к проявлениям индивидуальных особенностей тех, кто так или иначе сосуществует в одном объеме бытия. Люди трехмерного уровня, менее осознанные или неосознанные в силу своих вибраций, могут влиять негативно на более высоковибрационных, обличая, провоцируя, наставляя, пытаясь вразумить и помочь разобраться в ваших ситуациях. Этот момент неизбежен, давая очень хороший опыт проверки твердости духа и силы воли тем, кто прошел момент трансформации. В трудные моменты нужно обращаться к своим духовным наставникам, своей душе и высшему «Я» за поддержкой и подсказкой в любом вопросе или нелегком эпизоде жизни. Это реально помогает тем, кто встал на нелегкий путь борьбы со своим низшим эго, со стереотипами жизни и правилами социума. Симптомы перехода в пятое измерение. Разделение тела и сознания. Человек словно выпадает из тела и не понимает, что с ним происходит. Головные боли, тошнота, упадок сил. Состояние, как перекачался на качелях. Нет желания общаться с определенными людьми, посещать определенные общественные места,
который ранее охотно посещал и общался. Очень сильно сокращается круг друзей и знакомых. Неприятие низковибрационных моментов любого качества от информации до питания. Резкие заболевания и неожиданное выздоровление. Изменение режима сна. Отдых и сон по индивидуальным настройкам. Сна и питания требуется меньше. Усталость сознания. Не хочется думать, строить планы, заниматься делами и так далее. Изменение течения времени. Время течет иногда очень быстро, иногда очень медленно. Спираль времени перестраивается под частоту вибраций. Симптомы индивидуальные, но у каждого могут проявиться по-разному с поправкой на личностные настройки. Нам всем выпал очень сложный, но интересный эксперимент Творца. В трехмерном теле, которое может чувствовать, наделено эмоциями и душой, создать новый образец одухотворения, человека пятого измерения. А так как наши души исчисляются от 6-го уровня и выше, это уже практически человек-душа. Стоит принимать нелегкую перестройку во благо, сохранять спокойствие и верить, что настанет момент для наших душ обрести совершенный дом в совершенном теле. Простая механика жизни. Обращаем внимание на мелкие немелочи. Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею. Не прощая ошибку, ты совершаешь ошибку сам. Прощая подлость, ты помогаешь совершить другую. А глупость вообще не требует прощения. Она, как ветер, не зависит ни от чего. Ее надо принимать такую, как есть, и, защищаясь от ее вреда, искать в ней пользу. Если ты думаешь, как все, ты уже ошибаешься. Все думают по-разному. Если ты думаешь за всех, ты опять ошибаешься. У каждого свои заботы. Думай по-своему и за себя, но помни, не думая о других, ты прежде всего не думаешь о себе. Легко служить идеям и богам. Они намного проще, чем живые люди. И большой человек, и маленький человек могут одновременно идти к одной цели. Но маленький человек, чтобы на ней остановиться, а большой, чтобы от нее идти дальше. Пока ты говоришь совсем не то, что думаешь, слушаешь совсем не то, во что веришь, и делаешь совсем не то, к чему расположен, то все это время и живешь совсем не ты. Все, что важно, не бывает срочно. Все, что срочно, только суета. Хвастовство – признак неуверенности. Грубость – признак бессилия. Надежда на пользу от их проявления – признак глупости. Отсутствие богатства – это еще не бедность. Бедность – это жажда богатства. Нельзя дождаться того, что тебя ждет. К этому надо идти. Если ты думаешь, что справедливость победила, попробуй убедить в этом побежденных. Для того, чтобы народ оценил великие государственные дела, надо, чтобы ему от них досталось хотя бы малое. Чтобы делать зло, не обязательно быть злым. Чтобы делать добро, обязательно. У большинства людей есть идея, что когда я достигну реализации, все прекратится, сон будет окончен. Это не так. Изначальный мираж сознания остается и продолжает функционировать. Однако энергия, из которой образовано все, раскрывает себя так, что воспринимающее и воспринимаемое становится одним сознанием, и человек пробуждается ото сна дуализма. Вы будете видеть, как растет трава, как текут реки, как волнуется океан и так далее. Это изначальная иллюзия, вы не можете остановить это. Эту изначальную иллюзию называют кармическое видение. Эта киноматрица происходит из инерции кармических энергий и идет сама по себе. Пока ты обусловлен идеей себя и ее проживающим, она кажется незыблемой реальностью.
но стоит копнуть поглубже, обнаруживаются удивительные вещи. По своей сути, она действительно не отлична от сновидения. Какой бы ни была вокруг тебя сейчас внешняя картинка мира, сама по себе она лишь игра света, оптическая иллюзия. Прямо сейчас, в моменте, ты не способен ее взять и изменить, но ты способен изменить все внутреннее, то, что прямо сейчас наполняет эту картинку и придает ей некие качества, ибо это твой ум в моменте. Вот с этим и работаем. И в заключение стоит сказать, что хотя природа этого мира и иллюзорна, однако если ты зацепишься за идею сновидения, то опять попадешь в ловушку ума, пытаясь создать дверь там, где некому входить. Кто может оценивать, что реально, а что нет? Хороший удар палкой быстро вернет тебя в момент. Есть несколько основных способов восприятия мира. Первый – это воспринимать мир через фильтры и призмы ума, обусловленные и ограниченные памятью, опытом, концепциями, системами верований, догмами и идеями, различными подключениями, воздействиями, программами, эгрегорами, то есть сильно искажая то, что видится, и декодируя, собирая тем самым кривой мир. Второй способ – это восприятие напрямую, то есть минуя любые фильтры ума. Когда ум чист, пуст и молчит, реальность, хоть она и относительная, видится такой, какая она есть, без суда и комментариев ума. В первом случае воспринимается мертвый мир, то есть даже не мир, а мысли о мире и о себе. Во втором принимается и осознается сама жизнь через чувство радости сердца и души в моменте. Именно поэтому говорится, что несколько человек могут смотреть на одно и то же, но видеть совершенно разные вещи. Человек, который знает себя, свои настоящие таланты и возможности, ставит перед собой реальные цели, двигаясь согласно своему фарватеру, постепенно добивается их, параллельно удерживая свои слабые места под контролем. Люди же, которые обусловлены, не знают себя и своих даров, всегда будут ставить перед собой завышенные цели, будут находиться в мечтах, ожиданиях и иллюзиях будущего, сожалея о прошлом и занимаясь поиском виноватых, заблуждаясь чужими желаниями и некорректными манипуляциями ума. Такие люди будут постоянно везде торопиться и во всем проигрывать, попадая в состояние непонимания, болезней, разочарований, уныния, лени и гнева. Но все это необходимо как механизм для торможения некорректных действий, для переосмысления своей жизни. Поэтому самое важное – это знание о себе, о своих индивидуальных дарах и возможностях, способах принятия решений, действий и восприятия себя и окружающего мира. А все остальное – только подробности и способы обучения нашей истинности и человечности. Последнее воплощение звездной души. Тяжесть последнего воплощения звездной души и прощание с кармой. Интересная обобщающая информация для новичков. Замечу, что описан среднестатический вариант, из которого есть масса исключений по всем параметрам. Инкарнация в трехмерном мире для инопланетной души является рабочим визитом, командировкой. Каждая душа, делегированная своей звездной цивилизацией, приходит на Землю с определенными задачами. Инопланетные души не привязаны к этому миру. Они всегда внутренне знают, что это не их мир. Их сердце хранит память о совершенном и гармоничном существовании на звездной родине. Поэтому, когда настанет время, они легко покинут земное тело и вернутся домой. Но прежде чем вернуться, нужно выполнить задание, которое у каждого свое. Сразу за одну жизнь все задачи, поставленные Творцом, душа выполнить не успевает, поэтому требуется несколько перерождений. Самое мучительное воплощение – это первое и завершающее. При первой инкарнации
тонкая космическая душа приспосабливается к условиям материального мира, осваивается, привыкает, набирается земного опыта. Одеть грубую оболочку после тонких светоносных одежд не каждому под силу. На это соглашаются очень сильные и самоотверженные духовные работники. Начиная с первого воплощения в земном мире, звездная душа нарабатывает карму 3 измерений. Плюс к этому она приходит со своей личной историей, со звездной генеалогией, которая неминуемо проявляется в земной среде. Космическая наследственность пришельца записана в виде голограммы в плазменных хромосомах, которые встраиваются в земной ДНК и проявляются в виде необычных способностей или оригинального образа мыслей. Земная реальность сурова, здесь просто нельзя совершать ошибки, потому что жизнь идет как по лезвию бритвы. Один проступок звездной души уже закладывает основу для серии последующих инкарнаций, ведь не всегда свою ошибку душа успевает исправить за одну жизнь. В прошлом ошибались многие из нас, поэтому мы здесь и сейчас мучительно выкарабкиваемся из пут, которые сами для себя создали своими проступками. Плотная материя коварна, она создает иллюзии, сбивает чистые души с истинного пути, толкая их в сторону мрака и тьмы. Часто наши звездные братья привязывались к плотским удовольствиям, заводили семьи, рождали детей, чем крепко привязывали свою душу к земной реальности. Они погружались в быт, пытались жить по обычаям землян, теряя память о своей космической природе. Все это тяготило сознание настолько, что пришлось остаться на несколько воплощений, чтобы в будущем развязать кармические узлы с теми, кто стал причиной падения души в материю. Животная страсть затянула многие души в болото грубой материи и создала карму, которую они вынуждены отрабатывать на протяжении нескольких воплощений. Сфинкс был создан именно для того, чтобы гости из иных миров всегда помнили о своей двойственной природе, о том, что нужно контролировать свою животную часть, телесные инстинкты. Верхняя часть сфинкса – человеческая, нижняя – животная. Надо развивать в себе трезвомыслие, силу воли и устремление к божественному, чтобы вновь не упасть в болото материи. Вот почему у многих звездных душ в последнем воплощении остро встает проблема сексуального партнерства и распада семьи. Корни надо искать в прошлых воплощениях. Другая ошибка – преждевременное раскрытие тайн – создает карму, связанную с реализацией в профессиональной сфере. Здесь остро проявляются проблемы, имеющие отношение к работе, карьере, выбору профессии, мучительным поиском себя в этом мире. Если у вас наблюдается такая картина, значит ваши прошлые проступки связаны с нарушением закона информационного равновесия. Кстати, некоторые болезни печени происходят именно по этой причине. Последнее воплощение – это рывок инопланетной души обратно домой. Это шанс отработать всю земную карму за одну жизнь. А это бывает ой как нелегко. Если у человека тяжелая судьба, это означает последнее воплощение на Земле, так как в одну жизнь собираются все долги и трудные кармические ситуации сменяют одна другую. Иначе долги не раздать, и придется еще вращаться в колесе сансары неопределенный срок. Многие духовные работники выбирают именно такой путь прощания с кармой, потому что следующий шанс может быть только через много тысяч лет. Изучая биологию человека, все больше вижу странностей. Наш организм будто искусственно ослаблен. Наши клетки способны к мгновенной регенерации, а запаса питательных веществ в них хватит на тысячи делений. То есть даже без сердца или легких наши клетки имеют потенциал деления и регенерации организма. Также наш организм стареет искусственно. В клетках стоят блокираторы деления, теломеры.
Все это прописано в нашей ДНК. Также наш организм, как углеродная форма жизни, способен накапливать и создавать углеродные органические соединения. То есть наши ткани могут быть прочнее стали, а наша сила может быть в сотни раз больше, чем сейчас. Наш мозг является уникальной вычислительной машиной. Но мы используем лишь 5-10% объема мозга. Остальное серое вещество просто бездействует, хотя в нем достаточно электромагнитных импульсов, чтобы улавливать излучение в диапазонах 5G. Наш глаз улавливает около 5 диапазонов, включая рентгеновский. Но вот наш мозг их не обрабатывает. А все потому, что так закодировано в нашей ДНК. Также и наши болезни. Они искусственные, и уязвимость нашего организма прописана в ДНК. Если соединить это с теорией, что мы в заповеднике, то приходишь к следующему выводу. Мы, скорее всего, в тюрьме, а наш организм искусственно ослаблен. Теперь, если вспомним теорию о предшествующих суперцивилизациях лемурийцев и о том, что на Земле есть следы древней войны, то можно прийти к выводу, что эта война была с кем-то, кому мы проиграли, и на нас надели генетические наручники и заперли в неподходящих для нас условиях, дабы мы не смогли сопротивляться. Почему ничего в жизни не меняется? Как часто бывает, что мы хотим что-то поменять – работу, доход, отношения, тело. Хотим, даже что-то пытаемся делать, но если посмотреть со стороны, то по сути мы остаемся на одном месте. А вот хотеть все продолжаем. Всю жизнь можем хотеть. Это называется «очень хотелось бы». Есть несколько феноменов, которые приводят к стоянию на месте и остановке на «очень хотелось бы». Закон 3 сил. Каждый раз в ответ на наше желание что-либо поменять рождается сопротивление, уравновешивающее наше желание. Чем сильнее изменение, тем сильнее сопротивление. Мы можем наблюдать его в форме лени, страхов, физических недомоганий, каких-то препятствий, черных кошек, красных светофоров, происков конкурентов и тому подобное. Есть версия, что так происходит из-за эргономичности мира. Здесь не принято расходовать лишнюю энергию. А изменения – это всегда затратно, например, для мозга. Поэтому для реальных перемен нужна 3-я сила. Этой силой чаще всего становятся болезни, кризисы, неприятности. Плохой стимул сильнее хорошего. И если за морковкой мы не побежим, то от морковки еще как. Готовы ждать морковки сзади? Большинство людей только так и меняется. 3-й силой также может стать наставник. Ну а вообще, у ментально здорового человека 3-й силой может быть желание, но только истинное. Из серии реализовать свою миссию, себя в этой жизни и тому подобное. Таких людей сейчас маловато. Знание вместо действия. Знаний сейчас предостаточно. Все знают. Как стать счастливым и богатым, успешным и мудрым, здоровым, стройным и счастливым. Знают кучу техник, практик, подходов, инструментов. Знать знают, но не делают. Знание и понимание называют приз для дураков. Знание и сила, но бездействие бесполезно. Почему люди не делают, либо делают мало, либо останавливаются раньше, чем получен результат? Непонятно. Предположительно, что по причине того же дискомфорта растратить энергию, а также из-за слабой воли. Делание – это и есть волшебная таблетка, которую многие ищут. Действия и их количество в процессе создания изменений критически важны. Количество рано или поздно переходит в качество. Именно делание формирует новые управленческие привычки, помогает создать гармоничные отношения, повысить продажи, сформировать команду, убрать животик. Однако люди ищут быстрых результатов, благодаря чему процветают в том числе
известные инфомошенники. Хождение по кругу. Когда припечет конкретно, текущая работа, отношения, жизненная ситуация становятся нестерпимыми, человек на этом импульсе ухода от эмоциональной боли выходит из ситуации, делает шаг в неизвестность. А там его накрывают известные страхи – остаться без денег, в одиночестве, страх неудачи и даже страх удачи. Такой тоже есть. Переживая все это, человек хватается за первую возможность – работу, отношения, и через некоторое время понимает, что все повторяется. Форма изменилась, а содержание такое же или хуже. Есть версия, что происходит это из-за двух моментов. Первый в том, что в момент переживаний человек находится в определенном состоянии, например, низкой самооценки. И из этого состояния он и принимает решения о новой работе, команде, отношениях. А они, в свою очередь, соответствуют этому состоянию. Второй в том, что неприятные ситуации, в которые мы попадаем, нужны нам для нашего роста и развития. А мы от них сбежали. Получается, урок не пройден, рост не произошел. Значит, мы создаем себе повтор и идем на второй, третий, четвертый круг и тому подобное. Так и появляются событийные петли, которые так просто не растворяются, а переходят из жизни в жизнь, пока их не нейтрализовать. Одна из граней срединного пути. В сознании вы белые и пушистые. Это там, где нет личности. А в личности полно несовершенства, поскольку мы все являемся носителями генов наших предков. Когда верх берет личность, трудно пробиться к своим высшим аспектам. Взаимодействуешь с миром максимум на 4-й чакре, сердечной. В основном на 3-й и 2-й. И отсюда все равно всем кажется, что они белые и пушистые. Ведь вы же читаете эзотерическую литературу, ходите на йогу и различные духовные практики. На самом деле это не делает вас белыми, только осознание. Как происходит качественное изменение в энергетике? Вы вдруг осознаете свою ошибку, от которой бежали много лет, не принимали ее в себе, и тут вас настигает понимание. И поле сразу меняется. Если вы стабильны в своем осознании, энергетика уже излучает другой спектр. Возможно, выход на более высокий уровень. Отсюда меняется ваш дальнейший путь. Поэтому, если уж ставить перед собой задачу выхода из двойственности, из добра и зла, белого и черного, то надо понимать и принимать, что у вас пока присутствует и то, и другое. Что есть ошибки, частые сворачивания с пути, длительные паузы, топтание на месте. Но вы также незрелые еще личности, которым нужна постоянная поддержка. Все привыкли, что если что, вам дадут пинка, чтобы поторапливались. А если не дадут? Если придется самому ориентироваться, отклонились вы от следования себе или нет? Эта пора уже наступила. Утешать вас и гладить по головке – это детский этап, который завершился. Это не означает дальнейшего жесткого руководства вашего духа. Это означает, что пришла пора выходить за пределы ощущений своего эго и расширять восприятие до всех тонких тел, которые начинают активироваться. И если вы легко принимаете себя и как сознание и единение, и как несовершенную человеческую природу, то вам уже недалеко до истины, возможной на данный момент. Очень часто воспитание заключается в воздержании от прямолинейного воспитания. Дети, близкие и другие люди должны впитывать от других лишь то, что откликнулось в практической жизни от другого. Проверить это на себе и только потом сделать выводы, как это встраивать и использовать по-своему, а не через жесткие советы, слова и манипуляции давлением. Мы можем лишь поделиться своим опытом без принуждения и ожидания, что другой возьмет себе это полностью на вооружение и будет нас повторять или не ошибаться по нашему подобию.
Это самое ложное в любых отношениях. Отслеживайте это вовремя, ведь мы такие разные. А настоящая жизнь – это большая ответственность каждого. Будь собой – отличный совет примерно для 5% людей в лучшем случае. Остальные просто не понимают, о чем речь, так как воспринимают себя с тем изображением в зеркале, которое периодически наблюдают, живя шаблонами своих умов, пережевывая не свои мысли, поддерживая все это навязанными эгоистическими желаниями, считая, что занимаются личностным ростом и духовной психологией, не подозревая вообще, что они понимают под всем этим и куда идут. Для многих быть собой – это моментальный вопрос и ответ ума. Что тут такого? Я и так знаю себя, что хочу, то и ворочу, и лучше знаю, как мне быть собой. Или скажите мне, дядя, что-то нового, чего я еще не знаю, удивите меня. Люди боятся заглядывать в себя, в свою суть и правду, искать истину. Страшненько им там, внутри. Люди очень боятся любви. Хоть и на словах и в мечтах к ней так тянутся, в реальности бегут от нее и предают себя, как только запах почувствует. На настоящее мало кто отважится. Проще себя придумать, да и других тоже, живя в этой иллюзии. Если любовь для вас страдание, это не любовь. Наша жизнь – сплошная борьба, и чтобы одержать победу, необходимо полностью проиграть. Вам должно быть все равно, выиграли вы или проиграли с точки зрения внешних факторов. Настоящая победа – это ваш баланс, корректное совпадение внутренних и внешних реакций в один момент, как проявление себя. Люди выучили умные слова, начитались разных книжек и фраз мудрецов, постоянно посещают различные курсы и тренинги, размещают и просматривают различные полезные посты. Но только в жизни у них ничего не изменилось, а только создалась в уме иллюзия того, что они все знают. Но решений развития от этого нет, потому что себя они так и не знают. Счастье – это гармония обыкновенная. Это наше состояние отсутствия напряжения во всем и со всеми, а особенно с самим собой.